Всем привет, на канале Александр Эмбрис. Сегодня к нам в гости попала пила монтажная AEG SMT 355. В комплекте с инструментом идет 355-й AEG-шный диск, толщина которого 3 мм, посадка, естественно, 25,4, как на самом устройстве. Комплект для зажатия этого диска, фланцы, проставки, болт и резинка для фиксации. Ну и, конечно же, ключик на 16, для которого, кстати говоря, в платформе выделили специальное место. С комплектацией разобрались, поэтому переходим непосредственно к самой пиле. Она оснащена блокировкой вала для быстрой смены оснастки. В данной пиле блокировка блокирует не сам вал, а фланец. Вот, мы установили фланец нижний, на который ложится диск. И как раз-то в отверстие, которое предусмотрено в этом фланце, и заходит блокировочка. Ну и тем самым, естественно, блокирует вал для смены оснастки. Вот так вот. Кстати, если вдруг кому стало интересно, откуда конкретно в прижимном комплекте взялась резиночка, то она стоит вот здесь вот. Вот так. И не дает нижнему фланцу с проставкой выскочить. Также пила оснащена зажимным устройством, которое состоит из съемного поворотного упора, у которого имеются две точки крепления. Первая, основная, это обычный болт, а вторая это болт с перекидной рукояткой для удобства. Как было ранее сказано, упор съемный. Его можно снять и переставить на любые другие точки крепления для удобства. Помимо всего вышеперечисленного, на упоре имеется шкала от 0 до 45 градусов в обе стороны. И зажима, в передней части которого установлен плавающий упор, для того, чтобы могли, опять же, пилить под разными углами. Помимо этого установлена сюда вот такая интересная штука. Давайте ее назовем откидная гайка. Необходима она для того, чтобы мы могли быстро менять размер заготовки. Вот мы зажали большую заготовку. Типа отпилили ее. Поставили маленькую заготовку. Зажали и опять же типа отпилили ее. Быстро, быстро. Ну и естественно, помимо всего этого, есть рукоятка, за которую мы крутим для того, чтобы все это дело зажать. Помимо всего вышеперечисленного, в упорах предусмотрены вот такие вот отверстия для крепления проставок. Они вам пригодятся в том случае, если будет необходимо отпилить какую-нибудь заготовку сложной формы. В задней части платформы стоит вот такой вот ограничитель глубины реза. Он здесь установлен с несколькими целями. Первое, как только что было озвучено, для ограничения глубины реза, если вам вдруг надо только сверху, допустим, подпильнуть заготовку. Вторая, это не дать вашему диску прорезать нижнюю часть платформы. Вот смотрите, я полностью удалил ограничитель. Опускаем до упора, и все, диск уже не крутится, потому что он уперся в нижнюю часть платформы. Короче говоря, не рекомендую убирать вот этот ограничитель в том случае, если вы только что установили новый диск на пилу. Потому что чревато. Кстати, сама платформа в этой пиле штампованная. Толщина металла чуть больше 1 мм. В некоторых местах она немножко прогибается. Обратите внимание сюда. Здесь у нас приварен дополнительный лист. Ну а везде в остальных местах имеются ребра жесткости. Поэтому прогибается лишь маленький кусманчик платформы. Короче говоря, платформа вполне себе нормальная. И, кстати, в нижней ее части имеются 4 ножки вот с такими резиновыми накладками. В задней части пилы имеется небольшой искрогаситель, на который, кстати говоря, немножко жалуются в комментариях. Пишите свое мнение о нем. Естественно, эта пила не стала исключением, и в ней есть защитный кожух. Вот такой вот. Который меня малость подзадолбал при смене диска, если честно. Буквально чуть-чуть больше вот здесь пропил для вот этого болтика сделать, и, честно говоря, все было бы чики-пуки. Но это отдельный разговор. Помимо всего вышеперечисленного, в задней части пилы имеется дополнительный крепеж для провода, а в передней части имеется зацеп и цепь.
с помощью которых вы можете зафиксировать голову инструмента в нижнем положении. Это удобно для перевозки. Вот так вот. Вес пилы с учетом провода 16600. Без учета провода 15900. Длина провода от пыльника до вилки примерно 3,90. Проводок довольно мягенький и довольно толстенький. Короче, мне нравится. Значит, мощность аппарата 2300 Вт. Обороты 3800 в минуту. Теперь буквально пару слов о балансировке. Значит, инструмент я запускал без диска. Без диска он работает прям ровненько, красивенько, практически без вибраций. То есть балансировка инструмента самого хороша. Но потом брал разные диски. Деволтовский у меня есть, бошевский есть и айгэшный есть. И со всеми тремя этими дисками появлялась вибрация. Ну, то бишь, балансировка инструмента вроде бы ничего, но с диском вибрация будет. Значит, снял диск, теперь хочу снять вот этот защитный кожух. Для этого нам необходимо открутить вот этих два болта и два, которые скрываются вот в этих отверстиях. Приступаем. Открутили и снимаем. Сняли защитный кожух и можем посмотреть на зазор и на люфт вала. Приступаем. Для начала зазор. Зажал ключ и давайте посмотрим на люфт вала. Ну, скажем так, видимого люфта особо нет. Ключ прогибается, а вал стоит на месте. Сам маятник тоже, в принципе, в бока особо не люфтит. Тут, если честно, на мой взгляд, больше всего угол будет плясать из-за диска, который малость прогибается. Вот. Именно поэтому я не мерил углы между диском и платформой и так далее. Это все мы будем делать после видео, во время испытаний. Я возьму вот этот диск, поставлю на эту пилу и попилякаю что-нибудь, допустим, под 90 градусов. Ну а потом уже непосредственно по самим заготовкам мы посмотрим, как себя ведет эта пила. Кстати говоря, если у вас есть такая пила, то обязательно сразу пишите, что как. Нравится, не нравится, что конкретно нравится. Вот. И еще, перед тем, как разбирать сие чудо, хочу вам напомнить, товарищи, что в описании под видео довольно много полезной информации, в том числе и ссылки на мои соцсети, на которых очень мало подписчиков. А хотелось бы чуть-чуть больше. Ну да ладно. А теперь, как всегда, до потрохов. Для начала давайте выкрутим щетки. Вот как наши щеточки выглядят вблизи, размерах 7,8 на 17,8. Теперь давайте заценим плотность графита. Ну, не самый плотный графит, но и не самый мягкий, середнячок. Теперь давайте открутим крышку и разберем рукоятку. Вот какая кнопочка стоит в данном станке. Идет она без фиксации и прикручена к корпусу. Давайте отвинтим, да посмотрим поближе. Вот то, что я хотел увидеть. Кнопка 11 амперная. Теперь давайте открутим пластиковый корпус от металлического. Открутили и давайте снимать. Вот так вот. Достанем диффузор и взглянем на статор. Статорок сделан вполне себе неплохо. Даже видный слой лака есть. Естественно, он не бронирован, так как эта штука работает у нас по металлу. Щеткодержатели подключены к статору с помощью быстросъемных соединений, что не может не радовать. Это сэкономит довольно много времени при ремонте. И я думаю, все заметили, что резинка в данном инструменте идет без кромки. Теперь давайте достанем якорь. Для этого нам понадобится деревянная колотушка. Ею будем стучать аккуратно по корпусу, при этом удерживая на весу якорь. Вот так вот. Чтобы мне не мешал корпус со статором, да и кнопка со всеми приблудами, пожалуй, сниму-ка я это все с металлического корпуса и уберу подальше. Кстати говоря, вот наш крючок. Он стоит на металлическом штифте. Теперь, пожалуй, сниму блокировку. Как ранее говорилось, это у нас
штифт и пружинка, которые стоят в корпусе. Ну вот, пила практически разобрана. Остается снять переднюю часть нашего редуктора. Возьму ограничитель глубины, который идет в комплекте с пилой. Какую-нибудь проставочку. Вот такую сделаю, за которую рукой буду банально держаться. Закручу. Так, достаточно. Потом беремся рукой вот примерно так. И опять же аккуратненько по корпусу деревяшечкой лупим. При этом вся эта конструкция находится на весу. Лупим без фанатизма. Вот и все. Сняли переднюю часть корпуса и давайте спрессуем шестеренку. Ну вот, пила и разобрана. Давайте смотреть на деталюшки. Начнем, пожалуй, с корпуса редуктора. В нем стоит шариковый подшипник 6000 фирмы XW. Смазан редуктор обильно и очень-очень мягенькой смазочкой клевой. Теперь взглянем на якорь. Коллектор здоровый, намотки много, слой лака довольно толстенький, здесь даже какой-то намек на броню. Вот. Если говорить за защиту от пыли подшипников, то здесь у верхнего подшипника она имеется, у нижнего почему-то нет, а хотелось бы, честно говоря. Я вообще всегда топлю за то, чтобы лабиринтное уплотнение стояло на подшипнике. Оно как минимум не помешает. Вот. Снизу у коллектора стоит ЦУшный 629 подшипник. Сверху над крыльчаткой 6202 НСК. В передней части корпуса редуктора стоит 6203 фирмы XW. Ведомая шестерня на вал запрессована. Не с бешеным усилием, конечно, но тем не менее. И стоит на шпонке. Теперь, как всегда, берем надфиль и малость вандалим. Надфиль еле-еле берет, но не сказать, что шестерня мягкая. Вполне. Ведущая шестерня значительно тверже. Да, кстати, порадовала вот эта резинка, которая стоит в передней части корпуса редуктора. Она не дает смазочке уходить из редуктора. А деталюхи тем временем закончились, поэтому давайте собирать. Для начала возьмем ведомую шестерню и напрессуем ее на вал. Не забываем про шпонку. Затем напрессуем верхнюю часть корпуса редуктора. Напрессовали и можно устанавливать в корпус. Затем переворачиваем и устанавливаем якорь. После этого устанавливаем блокировочку и приступаем к установке рукоятки. Вот так вот. Затем заводим провода в корпусе электрики. Ставим воздухозаборник. Ну и, естественно, устанавливаем корпус электрики на корпус механики. Кстати, не забываем предварительно поправить резинку. Она здесь без кромки, поэтому должна находиться в корпусе в момент установки. Вот так. Теперь наша задача взять кнопку включения, все эти провода и затусовать аккуратненько в рукоятку. Приступаем. Завели все проводочки и можно прикручивать кнопку включения. Еще раз убеждаемся, что нигде никакой провод не торчит и ничему не мешает. И что вот где-то туда, куда надо, а не так, как у меня было. О. И накрываем и верхней крышкой рукоятку. Ну и, естественно, прикручиваем. Кстати говоря, забыл сказать, а вот в этих отверстиях находятся маленькие болтики под шестигранник, которые держат наши шахты. Ну это так, к слову. Прикручиваем крышку.
Ну вот пилякалка практически собрана. Осталось поставить защитный кожух. Ну и, естественно, прикрутить. Ну и последние штрихи. Надо бы установить ограничитель глубины. Фиксаторчик вот этот. И можно приступать к установке щеток. Как всегда, сначала крутанули в обратную сторону, а потом крутим в нужную. И зажимаем без фанатизма. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали, поэтому давайте врубать. Вот как и говорил, когда включаешь голый инструмент, вибрации вообще практически нет. Но ща оденем диск, и она появится. Хочу, кстати, обратить внимание еще на то, что передний подшипник в редукторе защищен от пыли довольно неплохо. Я об этом не сказал во время разборки. Его защищает защита и вот эта вот проставка. Ставим проставку, ставим фланец, ставим еще одну проставку, одеваем резинку, ставим диск, еще один фланец и заживаем все это дело. Для этого нам пригодится ключик, который идет в комплекте. А теперь включаем эту же пилу, но уже с диском. Думаю, было слышно, что звук изменился. То есть, после того, как одеваешь на нее диск, появляется вибрация. Не то, чтобы она там уже прям такая сильнющая, но факт остается фактом. Вот так. Ну а теперь давайте попробуем что-нибудь пильнуть. Значит, приехали в цех металлообработки. И сейчас будем проверять, насколько ровно пилит эта пила. Будем проверять 45 и 90 градусов. Начнем, естественно, с прямого угла. Зажал в пилу квадратный профиль 40 на 40. Выставил ровно 0 градусов по шкале. И давайте проверять, насколько ровно пила пилит под 90 градусов. Пильнули и проводим замеры. Одна сторона отпилена практически идеально. Погрешность, ну, плюс-минус до полуградуса. А вот со второй все малость хуже. Ну, 1,5 градуса, плюс-минус опять же. Зажал тот же профиль, но под 45 градусов. Вот так вот. И, кстати, сразу была обнаружена еще маленькая проблемка. Если сильно давить в упор зажимом, то упор начинает немножко съезжать и, соответственно, сбивается угол. Ладно, приступаем к проверке. Берем два куска, распиленных под 45 градусов, и смотрим. Но как бы не совсем прямой угол. Градуса 4 погрешность есть. Помимо этого было замечено вот это вот. Я думаю, всем видно, вот здесь вот такая вот косина, давайте ее назовем. Ну, криво, короче, пилит все это дело. И, приглядевшись к платформе, стало понятно почему. Из-за того, что упор не совсем ровный, профиль вот здесь как бы малость вот так вот колбасится. Из-за этого его при пилении, возможно, малость перекашивает или при зажатии. И поэтому выходит вот такая кривизна. Обратите внимание, какая щель остается между упором
и упертым в стол угольником. То бишь вот, видимо, из-за всего вот этого несовершенства, скажем, и получается скос при пилении. Испытания показали, что пила под 90 градусов режет прям хорошо. А под 45, ну так себе. То есть вот тот скос, допустим, мне ну прям не понравился. Все из-за того, что упор малость кривоват. И, повторюсь, при зажатии заготовку просто малость перекашивает. Если у вас такая же пила, то обязательно пишите в комментариях, как конкретно вы решили эту проблему. Подгибали упор там или просто, может, сверху какой-то струбцины дополнительной поджимали свою заготовку, и тогда получался более прямой распил. Я думаю, всем будет интересно. Обязательно пишите. Ну а теперь, что в общем, я думаю, об этом инструменте. Начнем, пожалуй, с двигателя и редуктора. Подшипники стоят неплохого качества. Все, кроме заднего подшипника якоря, защищены хорошо. Если бы еще на задний подшипник якоря добавили лабиринтное уплотнение, было бы вообще бомба. Значит, якорь и статор сделаны хорошо, на мой взгляд. То есть большие, мощные, намотка аккуратненькая, слой лака есть, все как надо. Потом, кнопочка 11 амперная, ну вроде бы как должно хватить. Вполне. Опять же, редуктор смазан обильно и смазка хорошая. Что касается шестеренок, они сделаны хорошо. Несмотря на то, что ведомая шестерня стоит на шпонке, я думаю, все видели, какой микроскопический зазор в такой пиле. Ну, то есть, прям неплохо. И она, кстати говоря, сама шестерня не люфтит на валу. Ну, я думаю, все опять же видели, как я ее спрессовывал. Что я объясняю. Теперь балансировка и люфты. Начнем с балансировки. Сам инструмент отбалансирован хорошо. Как я ранее говорил, когда его запускаешь без оснастки, работает он ровно и без вибраций. Однако, когда ставишь диски, причем я проверял, повторюсь, на нескольких разных, DeWalt, Bosch и AEG, то появляется вибрация. Но получается балансировка не идеальная из-за оснастки. Вот так вот. Потом, люфты. Вал ведомый вообще практически не люфтит. Как было показано, я зажал в него ключ рожковый, ключ прогибался, а вал стоял на месте, прям ровненько. По поводу самого маятника, опять же, люфта там нет. То бишь вверх-вниз маятник двигается, в стороны нет. Это хорошо. Платформа сделана нормально. Прогибается только в том месте, где отсутствуют ребра жесткости. Это я уже показывал в обзоре. Ножки, вот эти прорезиненные, как показала практика, вполне себе удобная штука, если работаешь на выезде. Как бы считаем за плюс. Зажимной механизм сделан очень удобно, но, как показали испытания, не без косяков. В чем же заключается удобство? Во-первых, смена угла быстрая. За счет болта с перекидной вот этой рукояткой это делать довольно легко и просто. Но самое главное, это накидная гайка. Вот она прям офигенна. То бишь менять заготовки разных размеров, это просто одно удовольствие. Ну вот если бы еще поровнее сам упор сделали, вообще цены б не было этой пиле. Вот примерно так. Опять же, во время испытаний искрогаситель показал себя, ну, более-менее неплохо. Основной сноп искр именно туда лупил, где стоит искрогаситель, а не в меня. Так что будем считать, что он работает. Да, не идеально, но, блин, это и не стационарный станок с большим искрогасителем, правильно? Это переносной мобильный маленький станочек. Потом, защита, блин. Кожух защитный. Я думаю, надо немножко доработать. Реально, когда меняешь диск, я понимаю, что это делается не очень часто, но тем не менее, когда меняешь диск, защитный кожух реально постоянно долбит по рукам. Если сделать небольшой пропил, то просто кожух немножко дальше будет уходить и уже под силой тяжестью не будет падать на руки. Я думаю, это будет прям вот хорошим решением. Чуть-чуть поменять конструкцию этого защитного кожуха. Короче, пилякалка в целом неплохая. Я бы ее порекомендовал бы на следующие виды работ. Если человек, к примеру, занимается у себя в гараже или дома металлоконструкциями, не в промышленных масштабах, а для себя, для соседей, к примеру, то я думаю, такая пила прокатит. Опять же, если у человека есть свой цех по металлообработке со стационарными станками, но при этом ему иногда на выезде что-то попилякать надо, тоже, я думаю, идеальный вариант. Вот, я думаю, примерно для таких целей и сделаны такие пилы. Если у вас есть такая пила, то обязательно пишите, какие плюсы вы в ней видите, какие минусы вы в ней видите. Ну, естественно, поясняйте желательно, чтобы человек мог прочитать ваш комментарий и сделать правильный выбор. О, как загнул.
Ну а я надеюсь, что вы досмотрели этот длиннющий ролик. Поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, ну и хватит. Ставим еще одну проставку. Одеваем резинку. И ищем, куда всунули диск. Блин. Не без косяков. Значит, в чем заключается удобство? Во-первых... Ага, хорошо. Во-первых, у нас имеется болт с перекидной рукояткой, за счет которого очень легко и быстро меняется угол упора. Но это не самое главное. Вот эта вот накидная гайка прям вообще покорила меня. Менять размер заготовки... Ну, тут съемки, блин. Капец. Вырублю телефон. Серьезно? Ну садись быстрее уже. Так.